Привет, друзья! Вы на канале Картавый Трip. С вами Наталья и Сергей, и мы в Болонье. И сегодня мы проверим одну вещь. Можно ли почувствовать этот город всего за одну прогулку? Мы не будем бегать по всем достопримечательностям подряд. Вместо этого один пешеходный маршрут. Только то, что действительно передает атмосферу Болоньи. Мы пройдем через исторический центр, заглянем туда, где живет город, посмотрим, чем он дышит, и попробуем понять, хватит ли одной прогулки, чтобы в него влюбиться. Друзья, если вам близки честные путешествия без глянца и лишней суеты, подписывайтесь на канал. Мы показываем города так, чтобы вы понимали, стоит ли сюда ехать. Наш путь начинается в самом сердце города фонтана Нептуна. Это не просто фонтан, это символ власти и могущества, который построили в 16 веке. Скульптор Джамбалони создал этого бронзового гиганта, и с ним связана одна крутая городская легенда. Вот присмотритесь к его трезубцу. Узнаете? Именно он вдохновил братьев Мазерати на создание своего знаменитого логотипа. Так что каждый раз, видя Мазерати, знайте, частичка Болоньи путешествует по миру. Ты когда-нибудь видел, чтобы фонтан? Смотри, у нее прямо из сосков вода. От фонтана Нептуна до главной площади буквально несколько шагов. На самом деле можно сказать, что фонтан находится на самой этой площади, в таком закуточке. И когда разворачиваетесь, смотрите на эту площадь, кажется, что она раскрывается. И это, понимаю, что не самое проходное место, не самое последнее место в городе. Пьяцца Маджоре – это главная площадь Болоньи. Здесь ничего не нужно объяснять. Люди сидят на ступеньках, встречаются, влюбляются, просто идут мимо по своим делам. Площадь была центром города сотни лет назад и до сих пор остается им, без особых изменений, без попытки произвести впечатление на туристов. Друзья, есть поверье у студентов. Если пересечь эту площадь по центру перед экзаменом, то экзамен провалишь. Но мы с вами уже не студенты, так что можем смело идти через площадь и гулять дальше по Болонье. А теперь отправимся к зданию, которое доминирует над всей площадью. Это базилика Сан-Петронио, и она входит в число крупнейших церквей Европы. Ее начали строить в 1390 году, и амбиции у болонцев были колоссальные. Они хотели возвести собор больше, чем собор Святого Петра в Ватикане. Но, как говорят, папе Римскому такая дерзость не понравилась, и он хитростью перенаправил средства на другой проект. В итоге базилика так и осталась недостроенной, что отлично видно по ее асимметричному фасаду. Но даже в таком виде она поражает. Вход, кстати, в базилику бесплатный, а внутри сокровище для любителей науки. Мы зашли внутрь этого собора, и честно скажу, что не особо он меня впечатлил. Да, здоровый, длинный, высокие потолки. Не знаю, как его сравнивать с собором Святого Павла в Ватикане. Вообще несравнимо, вообще несравнимо. Меня, честно говоря, больше впечатлило количество собак на площади перед этим собором. Они просто, как будто это площадь, не центральная площадь Болоньи, а место для выгула собак. Болонья – город не очень большой, здесь живет порядка 400 тысяч человек, и по итальянским меркам это скорее компактный город, чем мегаполис. При этом Болонья – столица региона Эмилия-Романья и важный административный центр. Город занимает около 140 квадратных километров, поэтому его центр легко обходится пешком, что мы сегодня и делаем. История у Болоньи длинная, ее основали еще этруски примерно в VI веке до нашей эры, а в средние века город стал важным торговым и образовательным центром. Именно тогда Болонья начала расти и формироваться такой, какой мы видим ее сейчас. Болонью часто узнают по двум вещам – башням и аркадам. Портики, аркады, тянутся по городу более чем на 38 километров. Под ним ходят, встречаются, пьют кофе, работают магазины, рынки. Короче, жизнь кипит. И это не украшение, да, это действительно часть повседневной жизни. Ну и, конечно же, еда. Болонью не зря называют гастрономической столицей Италии. Именно отсюда пошли тортеллини, тальятелли с рагу, лазаньи, знаменитая мортаделла. Ой, рассказываю, и слюни текут. Здесь к еде относятся спокойно. Ну, как бы не туристы. Туристы просто заполонили кафе все. Они пробуют всю эту вкуснятину. Что, собственно, и мы сделали. В этом городе невозможно обойтись без того, чтобы попробовать местную мортаделлу.
У меня в голове не укладывается, как они это все строили в 12 веке. Вот как? И самое интересное, что легенда гласит, что вот эти две башни были построены двумя враждующими семьями. А видишь, вот эта башня наклонена, знаешь почему? Почему? Потому что она начала наклоняться, на самом деле просто, фактически недавно ее просто обрубили, она была выше намного. Сейчас. Ребят, видите, правая башня относительно левая наклонена. Это из-за того, что просто со временем ее слишком большой вес и, видимо, просчеты архитектуры, просчеты представительства привели к тому, что она стала наклоняться и пришлось ее немножко обрубить. То есть она ниже, чем была на самом деле. Рядом с этими двумя красивейшими башнями находится церковь святого Бартоломео. Ну, вы знаете мою слабость к католическим церквям, вот, и я не сдержался и зашел посмотреть, что она из себя представляет. Очень-очень красиво, мне прям очень понравилось, извиняюсь за это слово, очень. И уже когда выходим, мы вышли из костела, пошли исследовать райончик, находящийся не вдоль, а рядом с этими двумя башнями. Это район как бы с ресторанчиками, и говорят, там есть какой-то рыночек. Ребят, мы пришли сюда, в этот район, чтобы посмотреть на рынок. Старый рынок, который тут уже много-много веков торгует. Сейчас, конечно, осталось от рынка немножко. Вот покажем, какие развалы вот в таких узких улицах. В узких, вот сейчас поверну камеру. В таких узких улицах люди торгуют овощами. Вот как здесь. Сереж, тут местных полно. Тут, наверное, bardzo вкусно. Наташка нашла какой-то меркато ди меццо. Говорит, очень вкусно должно быть. Мол, местные там тусят. О, я уже знаю, что тут вкусно. Что ты там заметила? Рыбка, смотри. Рыбку? Вон. Ну, пойдем посмотрим. Тут, чтобы... Наташа, это выход. Пойдем. Тут такая плотность людей, такие очереди, что, я не знаю, не подступиться вообще. Возвращаемся на улицу рыночную. Какие-то интересные, смотрите, продаются фрукты, овощи. Да, прикиньте, вот это все, вот здесь торговали, опять вот сотни лет, вот на этой улице и соседней. Несмотря на то, что улица эта находится в самом-самом центре Болоньи, здесь очень много местных, которые приходят на этот рынок и покупают себе продукты питания на этом рынке. Вон тортеллини какие. Вообще красота. Смотрите, какое разнообразие. Супер. Офигеть. Офигеть. А какие здесь запахи? Если бы камера могла передавать вам запахи. Пармиджано 36 месяцев, 48 месяцев, 100 месяцев пармиджано. Пармиджано 48-месячная, $41 за килограмм. Просто какой-то рай для меня. Наташа, смотри, сыров, как тут вкусно, да? Очень вкусно. Давай Сейчас что-нибудь купим, что-нибудь съедим. Посмотрите на Наташку, она ходит голодная. Завтрак отеля уже прошел. Но он был мясо. Вот это вот, как оно называется? Ну, короче, да, пора обедать. Зашли в другой магазин по соседству. Тоже тут просто гастрономический рай.
эти колбасы, смотрите, кайф. Мы с Наташкой перекусили. Наташке весело, Наташке хорошо. Наташка согрелась, Да, наелась. согрелась. Мне вот это вот чувство холода, оно мне уже надоело. Было очень влажно, был же дождь, и было очень влажно. И прям холодно, холодно, холодно. А сейчас солнышко. Ну, солнышко вон там, оно где-то там, вот. Видите, за моей спиной видно, и вон там впереди. Так. Кстати, как-то резко опустили улицы Болоньи туристические. Как-то туристов схлынуло. После обеда прям хоп, и все, корова языком сказала. Далее с Наташей мы пошли искать в место, которое называют «Семь церквей» или «Святой Иерусалим Болоньи». Это комплекс Санта-Стефана. Нам говорили, что мы попадем на тихую треугольную площадь, и атмосфера будет совсем другая. На самом деле, пока мы шли, мы уже попали в какую-то другую атмосферу улиц, очень интересную, да, она отличается, вот район от района отличается. А вообще Святой Иерусалим Болоньи это не одна церковь, как оказалось, а целый лабиринт из храмов, построенных в разное время, начиная с 5 века. А сама идея была в том, чтобы воссоздать в Болонье ключевые места страстей Христовых Иерусалима. Здесь, оказалось, в Болонье есть свой храм гроба Господня, свой двор Пилата с чашей, в которой он по преданию мыл руки. И когда вы найдете собственно, этот комплекс, переходя из одной церкви в другую, вы будете путешествовать как будто бы во времени. И на самом деле район очень и очень умиротворенный и спокойный. И история, где ее можно прямо трогать руками. Рассказ о Болонье был бы неполным без упоминания Болонского университета, символ города, самый старый университет Европы и по совместительству один из самых старых непрерывно действующих учебных заведений на Земле. В разные годы тут учились Коперник, Петрарка, Дюрер, Данте, Галилео, даже культовый футбольный арбитр Пьер Луиджи Калина. И, конечно, это не юрфак Минского института управления, как сказал мой знакомый, который дал миру дальнобойщиков, тревел-блогеров, фотографов и участковых. Но, согласитесь, списки тоже весьма впечатляющие. Ребята, мы находимся в библиотеке университета 1888 года. Стоп, 1088 года. А я что сказала? Ты сказал 1888. Ой, нет, 1088 года, 1088 год. Это ему, почти 1000 лет. Скоро будет. Ну, Офигеть. Это просто офигеть. ему уже больше, чем 1000 лет. Я... Да, вот смотрите, прикиньте, когда 1088 год, я говорю, еще когда там... 1088 год, Ну это же когда вообще... на Руси еще лаптях. в лаптях ходили. Да, здесь Тут уже экзамены принимали. здесь экзамен принимали. Ну. 1888 Нет, год. 1088 год. Интересный факт про здание библиотеки. В здании библиотеки находится удивительно красивая аудитория. Когда вы думаете, мы о средневековом университете, она вот такая представляется. Это деревянный амфитеатр с мраморным столом для препарирования трупов. И эта аудитория, этот театр Анатомико, работал только в холодные месяцы, и понаблюдать за процессом препарирования мог любой желающий человек. После того, как Болонья перешла под власть папы, препарирование трупов было запрещено, и демонстрировать операции стали на моделях из воска и дерева, не на умерших людях. Они были такие же фигуры, по размерам, по всему прочему. Такой интересный моментик здесь существует.
А сейчас мы находимся на улице Замбони. Это так называемый студенческий квартал, главная артерия университетского квартала. Да, именно здесь был основан старейший университет западного мира. Здесь учились Данте, Петрарка, Коперник. И, как ни удивительно, четверть населения Болоньи современной – это студенты. Я вот когда вижу тут такие арки, у меня всегда вот эта музыка па-пара-пам, па-пара-па-пам. Друзья, когда вы гуляете по Болонье, вы никогда не подумайте, что здесь были когда-то водоемы либо каналы. Но, когда я читал об истории Италии, то натыкался на упоминание многочисленных каналов, по которым итальянская знать средних веков перемещалась по северной его части. И еще в Болонье был порт. Он находился вроде вокзала, но его взорвали во время Второй мировой войны. И, как оказалось, в Болонье было множество каналов, которые были засыпаны, а где-то соединены с канализационной системой. И говорят однажды, что во время войны снаряд пробил тротуар, под которым был скрыт один из каналов. Жители увидели фонтан из мышей, тихо-тихо, выползавших из подземного королевства. И после войны город залатали, но один канал оставили открытым. На радость жителям, чьи окна выходят на него. Канальчик узенький, и посмотреть на него можно через окошко в стене или с противоположной стороны с улицы мостика. А говорят, что если смотреть в окошко вместе с любимым, то любовь будет крепнуть день ото дня. Друзья, на улице Виа-Белла есть такое окошечко. Видите? Люди толпятся возле него. Давайте подождем, когда дойдет наша очередь, и подойдем к нему, посмотрим, что же там есть. Вот, видите? Вот эти остатки лужицы, вот это все, что перед вами, это был канал. Ведь раньше Болонья, она была тоже как Венеция, испещрена каналами. Да? Но вот от каналов осталось вот только такое сейчас. А если мы от этого окошка на другую противоположную сторону посмотрим, то, собственно, вот они, остатки болоньевских каналов. Так сказать, часть Венеции, Болоньи. Друзья, мы нагулялись по старой Болоньи. Пусть это вышло совсем коротенький выпуск, но поверьте мне, ходили мы много и снимали много. Самый сок вот собрались вот в эти 15 минут. Вообще Болонья, пару слов, вообще Болонья такие отвлеченные от туристических троп мысли. Мы приехали с Наташей в Болонью из Флоренции вечером на автобусе и вышли на автовокзале. Наташа говорит, пойдем прогуляемся пешком до гостиницы. Ну пойдем, что нам, 2 километра пешком с рюкзаками. Ерунда, да? Ерунда. Так вот, мы идем по Болонье, а это, напоминаю, был рождественский вечер. Мы идем, а она пустая. То есть реально пустая. Одни черные, в районе Индепенденции. Музыка громкая, они поддатые были под наркотиками люди. Было страшно, честно говоря. А еще мы приехали заболевшие, точнее я приехал заболевший, с температурой, наверное, под 38. Мы идем, ищем воду, где купить воду. В каких-то лавках непонятных купили воду и двигаем дальше до гостиницы. Приходим к гостинице, что мы видим? Объявление: гостиница закрыта. И извините, мы закрыты в такой-то период. И вы представляете наши ощущения. Вот мы уставшие, больные, приперлись вечером в гостиницу, а она закрыта. Написано, идите в другую гостиницу. До другой гостиницы тоже, по-моему, 1,5 километра. Но мы пошли как лошадки с рюкзачками до этой гостиницы, потому что вечер Рождества такси не вызвать. Просто не вызвать такси. Пришли в ту гостиницу, они нам говорят: вы знаете, ваша бронь отменена. История такая эмоциональная, длинная. Я там ругался, на чем свет стоит. В итоге нам отказали в заселении. Я забронировал гостиницу недалеко от, собственно, той, куда мы пришли. Гостиница Академия называется, так себе отель на одну ночь с картонными стенами, с невероятной слышимостью. Ну да ладно.
В итоге, вот, собственно, день прошел, вечер. Заканчивается этот день наш в Болонии. Мы двигаем по улице в сторону ЖД вокзала, чтобы сесть на поезд и поехать в аэропорт. И что хочу еще отметить. Мы нигде в Макдональдсах не могли купить просто чай. Кофе продается, а чая нет. Даже нет. И кофе не было, по-моему, в этот вечер. То есть просто Маккафе, отделение с кофе и с напитками, они были просто закрыты. Но это был какой-то трэш. Мы нашли кафешечку, где купили стакан чая, по-моему, за 3 или за 5 евро. Попили горячего чая, пошли на ЖД вокзал, чтобы на ЖД вокзале сесть на монорельс и на монорельсе доехать до аэропорта. Вот так. Вот такое было у нас путешествие по Болонии. Честно говоря, если бы не болел, оно было бы намного ярче и интересней. Вот, ну, друзья, приношу свои извинения за столь коротенький выпуск. Я думаю, что Болония стоит того, что делать не намного больше, намного объемнее информацию. Ну окей, вот, двигаем в аэропорт и летим домой. До новых встреч на канале Картавый Трип. Подписывайтесь, если не подписаны, ставьте лайк этому видео, если вам оно понравилось. И комментируйте его в комментариях под этим выпуском. Чао, какао. Мгм.